Что если все, что вы воспринимаете вокруг себя, не является реальным в том смысле, как вы это представляете? Что если вместо этого реальность — это просто проекция, иллюзия, сформированная вашим собственным умом? Представьте на мгновение, что мир, в котором мы живем, подобен голограмме, чему-то, что не является фиксированным или неизменным, а представляет собой постоянное энергетическое движение, взаимосвязанное с нами способами, которые мы не можем видеть, но можем лишь чувствовать. Эта идея, далекая от того, чтобы быть просто концепцией, начинает приобретать видимость в современной науке. Реальность, как мы ее знаем, может быть динамической энергетической проекцией, сформированной и модифицированной частотами, которые излучает наш ум. Каждая мысль, каждое чувство — это как волна, распространяющаяся по Вселенной, создающая и изменяющая ландшафт нашего восприятия. Но как мы можем это утверждать? Известно, что взаимодействие между умом и Вселенной обширно, но также окружено тайной. И, возможно, самый большой намек на то, что эта идея не является просто абстрактной теорией, заключается в исследовании, проведенном ЦРУ, процессе Gateway, секретном проекте, который теперь был рассекречен. Он исследует именно взаимосвязь между человеческим сознанием и реальностями за пределами обычного восприятия. Из материалов этого эксперимента командующему оперативной группы армии США Порт Мид. Вы поручили мне дать оценку Gateway Experience с точки зрения его механики и предельной практичности. Когда я приступил к выполнению этой задачи, вскоре стало ясно, что для оценки обоснованности и практичности процесса мне необходимо провести достаточно дополнительных исследований и анализов, чтобы полностью понять, как и почему работает этот процесс. Честно говоря, сэр, это оказалось чрезвычайно сложным и трудным делом. Первоначально, основываясь на беседах с врачом, который проходил обучение Gateway вместе со мной, я прибегнул к биомедицинским моделям, разработанным Ицхаком Бентовым, чтобы получить информацию о физических аспектах процесса. Затем я счел необходимым углубиться в различные источники информации о квантовой механике, чтобы иметь возможность описать природу и функционирование человеческого сознания. Мне нужно было построить научно обоснованную и достаточно ясную модель того, как функционирует сознание под влиянием метода синхронизации полушарий мозга, используемого Gateway. После того, как это было сделано, следующим шагом стало обращение к теоретической физике, чтобы объяснить характер измерения времени-пространства и средства, с помощью которых расширенное человеческое сознание превосходит его в достижении целей Gateway. Наконец, я снова обнаружил необходимость использовать физику, чтобы перенести весь феномен внетелесных состояний на язык физической науки, чтобы объяснить характер измерения времени-пространства и средства, с помощью которых расширенное человеческое сознание превосходит его в достижении целей Gateway. Мне нужно было перенести весь феномен внетелесных состояний на язык физической науки, чтобы снять клеймо его оккультных коннотаций и поместить его в систему отсчета, подходящую для объективной оценки. Я начал повествование с краткого описания основных биомедицинских факторов, влияющих на такие родственные техники, как гипноз, биологическая обратная связь и трансцендентальная медитация, чтобы их цели и режим функционирования можно было сравнить в сознании читателя с опытом Gateway, поскольку была разработана модель его базовой механики. Кроме того, этот вводный материал полезен для поддержки выводов статьи. Я указываю, что иногда эти родственные техники могут предоставлять полезные точки входа для ускорения движения к опыту Gateway. Ученые, участвовавшие в этом, не просто исследовали измененные состояния сознания. Они исследовали, как человеческий ум может получать доступ к реальности вокруг себя и даже формировать ее. Это исследование, каким бы загадочным оно ни казалось, напрямую связано с древними духовными традициями и последними открытиями в физике. Теория универсальной голограммы, например, уже является идеей, присутствующей в квантовых теориях,
где Вселенная рассматривается как обширное взаимосвязанное поле энергии. Человеческий ум таким образом не просто пассивный приемник, но активный проектор, взаимодействующий с универсальной голограммой и формирующий реальность, которую мы испытываем. Мы хотим понять, как человеческий ум и Вселенная могут функционировать как взаимосвязанные голограммы и какие ценные идеи по этому поводу мы можем извлечь для себя. Мы будем исследовать секреты, связывающие сознание с Вселенной, раскрывая, как мы можем изменить наше восприятие мира. Долгое время человеческий ум рассматривался как просто наблюдатель реальности, но рассекреченный документ ЦРУ, известный как процесс Gateway, ставит под сомнение этот взгляд, показывая, что наше сознание обладает силой доступа к более глубоким слоям реальности, взаимодействуя с Вселенной путями и способами, которые традиционная наука никогда не осмеливалась представить. Проведенное в условиях строго секретного исследования, оно не только изучает природу сознания, но и предполагает, что ум не только воспринимает мир, но и обладает способностью его формировать. Само восприятие того, что мы считаем реальным во время исследований процесса Gateway, ЦРУ использовала очень специфический подход к изучению измененных состояний сознания. Целью было не только понять, как работает человеческий мозг, но и как он может взаимодействовать с более тонкими измерениями реальности через техники, такие как глубокая медитация, синхронизация полушарий и другие практики расширения сознания. Участники этого исследования смогли получить доступ к состояниям сознания, которые позволяли им визуализировать и взаимодействовать со слоями реальности, выходящими за пределы нормального восприятия. Эти практики, далекие от простых духовных экспериментов, рассматривались как способы формировать и изменять человеческий опыт во Вселенной. Однако исследование ЦРУ выходит за рамки простого изучения измененных состояний сознания. Оно предполагает, что человеческий ум может на самом деле изменять саму реальность. Это не просто означает восприятие различных измерений, но и возможность активно влиять на то, что мы видим и испытываем. Получая доступ к этим более глубоким слоям реальности, ум может не только декодировать невидимые паттерны энергии, но и, изменяя их, менять то, как мы взаимодействуем с окружающим миром. В этом расширенном состоянии ум перестает быть просто пассивным наблюдателем и становится активным творцом, способным влиять на то, что он видит. Через этот процесс человеческий ум способен получить доступ к тому, что документ ЦРУ называл слоями реальности. Состояниями сознания, где границы между «я» и Вселенной начинают исчезать, позволяя восприятию реальности формироваться через сознание. Среди практик, изученных в процессе Gateway, одной из самых мощных была синхронизация полушарий. Этот процесс включал использование специфических звуков и частот для балансировки и выравнивания функций двух полушарий мозга. Когда полушария синхронизированы, они позволяют достичь расширенного состояния сознания, в котором восприятие реальности становится более текучим и податливым. Глубокая медитация также была важной техникой в этом исследовании, позволяя участникам получить доступ к более высокому состоянию сознания, где ум напрямую соединялся со Вселенной и ее бесконечными возможностями. Эти, на первый взгляд, простые практики были разработаны для изменения частот мозга и обеспечения более прямой связи с энергетической реальностью окружающей нас. Эти исследования являются основополагающими для подтверждения теории универсальности голограммы. Если Вселенная функционирует как голограмма, динамическая взаимосвязанная проекция, то человеческое сознание имеет силу взаимодействовать с этой голограммой. Расширяя ум, мы можем не только воспринимать, но и модифицировать и искажать проекции,
которые Вселенная представляет нам. Реальность не является постоянной, а чем-то текучим, что может быть изменено самим сознанием. Это заставляет нас осознать, что этот рассекреченный документ не только отражает древние убеждения о том, что ум и Вселенная взаимосвязаны, но и предоставляет научную основу для понимания того, как работает эта связь. Практика расширения сознания и настройки нашего ума на универсальные частоты позволяет нам получить доступ к реальности, гораздо более богатой и многогранной, чем мы себе представляли. И по мере того, как наука и духовность сходятся, мы начинаем понимать, что мы больше, чем просто наблюдатели реальности. Мы ее сотворцы. Человеческое восприятие всегда рассматривалось как пассивное, что наши чувства улавливают реальность, а мозг обрабатывает. Эта информация создает образ мира вокруг нас. Однако это понимание подвергалось сомнению. Каждая мысль, каждое чувство — это проявление энергии, вибрационный паттерн, который распространяется по Вселенной и взаимодействует с энергетическими волнами вокруг нас. Концепция того, что реальность является голографической проекцией, дает нам ключ к пониманию того, как работает наш ум. В этом процессе универсальная голограмма, как мы описывали ранее, представляет собой динамическую реальность, сформированную энергетическими паттернами. И человеческий ум не просто наблюдает эти энергии, но также проецирует их, формируя то, что мы воспринимаем как реальность. Чтобы понять это глубже, нам нужно исследовать концепцию голограммы и то, как она применяется к человеческому разуму. Голограмма, по своей сути, это трехмерная проекция, которая содержит всю информацию об объекте или изображении, даже когда она разделена на части. Если мы рассматриваем реальность как голограмму, это подразумевает, что все, что мы воспринимаем, от физического мира вокруг нас до эмоций и мыслей, которые мы чувствуем, является энергетической проекцией паттернов, взаимодействующих сложными способами. В этой модели каждое человеческое существо является как рецептором, так и проектором этих паттернов. Таким образом, человеческий ум — это не просто экран, на который проецируются образы реальности. Это динамический инструмент, антенна, которая настраивается и проецирует энергетические паттерны, чтобы создать восприятие мира. Это восприятие не является простой копией того, что находится вне нас, а активной проекцией, формируемой ментальными частотами, которые мы излучаем. Ментальная частота, определяемая нашими мыслями, эмоциями и состояниями сознания, непосредственно взаимодействует с энергетическим полем вокруг нас, настраивая то, как мы видим и испытываем реальность. Отношения между ментальной частотой и восприятием реальности являются ключевыми. Когда наш ум настроен на более высокие частоты, наше восприятие расширяется, позволяя нам получать доступ к более тонким и обширным слоям реальности. С другой стороны, когда наши частоты несоответствующие, возможно, из-за стресса, страха или сомнений, наше восприятие, как правило, сужается, делая окружающий мир более ограниченным и сложным. Вероятно, это очень близко к тому, что имеет в виду и чему учит доктор Джо Диспенза, говоря о сходящемся и расходящемся фокусе внимания, когерентности мозга и сердца, а также визуализации. Он доказывает это научно и предлагает очень простую технику, которая помогает достичь такого измененного состояния сознания. Практика медитации, синхронизация мозга и сердца, которую он называет когерентностью, в сочетании с визуализацией кардинально меняет наше восприятие реальности. И это неизбежно сказывается на нашей жизни и событиях в ней. Ссылку на его курс «Формула» вы сможете найти в описании под видео. Но это не просто вопрос того, как мы видим вещи, а того, как наш ум проецирует реальность, создавая то, что мы воспринимаем как реальное.
Научное объяснение этой идеи поддерживается недавними исследованиями в области квантовой физики и нейронаук, которые показывают, как человеческий ум постоянно взаимодействует с квантовым полем, пронизывающим Вселенную. Каждая наша мысль генерирует энергетическую волну, которая распространяется через квантовое поле, влияя на то, что мы воспринимаем, и даже на то, что мы испытываем, как нашу реальность. Это приводит нас к мысли, что ум является творческой силой, которая формирует, искажает и переопределяет реальность в реальном времени. Этот процесс можно понять через простой, но мощный пример. Представьте, что вы смотрите на кусок бумаги. То, что вы видите, не является точно бумагой такой, какая она есть, а скорее интерпретацией вашего ума. Свет, отражающийся от бумаги, попадает в ваши глаза, но именно ваш мозг создает изображение, которое вы видите. Другими словами, то, что вы воспринимаете как о бумаге, является проекцией вашего ума, а не самой бумаги. Другими словами, это не сама бумага как таковая, а восприятие и интерпретация вашего ума о ней. Это означает, что так же, как вы интерпретируете бумагу, ваш ум постоянно проецирует интерпретации всего, что вас окружает. Простое действие наблюдения за чем-либо уже включает в себя проекцию вашего ума, основанную на ваших собственных ментальных фильтрах, прошлых опытах и эмоциональных состояниях. И так же, как голограммой можно манипулировать и изменять с помощью простого регулирования частоты, нашу реальность также можно сознательно формировать в зависимости от ментальных частот, которые мы выбираем для настройки. Когда мы становимся более осведомленными о нашей роли как проекторов собственной реальности, мы начинаем осознавать величину нашего влияния на окружающий мир. Это понимание ведет нас к истинной свободе. Свободе создавать реальность, в которой мы хотим жить, просто регулируя частоту, с которой мы взаимодействуем со Вселенной. Как мы обсуждали ранее, человеческий ум со всей своей сложностью обладает силой преодолевать пределы обычного восприятия, позволяя нам соединяться с различными слоями реальности. Но для доступа к этим слоям требуется больше, чем просто попытка увидеть то, что находится за пределами непосредственного восприятия наших чувств. Необходимо настроить ментальную частоту, так же как радио настраивается на разные станции. Проще говоря, реальность, как взаимосвязанная голограмма, реагирует на наше сознание, и, изменяя это сознание, мы можем получить доступ к более глубоким, широким и часто более загадочным измерениям восприятия. Процесс Gateway, рассекреченный документ ЦРУ, предлагает окно для понимания того, как мы можем расширить сознание и контролировать этот процесс. Это исследование показало, что человеческий ум можно направлять в измененные состояния восприятия с помощью специфических практик, которые позволяют получить доступ к реальностям, не поддающимся легкому или простому захвату обычными чувствами. Эти практики не только расширяют наше восприятие, но и изменяют наши отношения с временем, пространством и даже самой природой реальности. Среди самых мощных техник, описанных в этом исследовании, глубокая медитация, синхронизация полушарий и визуализация. Глубокая медитация позволяет практикующему отключиться от внешних отвлечений и сосредоточить внимание внутрь себя, создавая состояние спокойствия и открытости, которое облегчает доступ к более высоким состояниям сознания. Когда мы входим в это состояние, ум начинает воспринимать слои реальности, которые обычно остаются за пределами сенсорного восприятия. Синхронизация полушарий – это более продвинутая техника, которая стремится сбалансировать функции двух полушарий мозга, которые в своем естественном состоянии работают немного некоординированно.
Используя специфические звуки и частоты, синхронизация позволяет обоим полушариям работать в гармонии, создавая ментальное состояние, в котором границы между нормальным восприятием и тонкими реальностями начинают исчезать. Это состояние ментальной когерентности облегчает связь с высшими измерениями сознания, позволяя практикующему получать доступ к информации, недоступной логическому, аналитическому уму. Еще одной техникой, использованной в этом исследовании ЦРУ, является визуализация. Визуализация – это техника, при которой ум фокусируется и направляется на создание ярких образов намерений, желаний или опыта, и, делая это, ум начинает привлекать и взаимодействовать с соответствующими энергиями и реальностями. Визуализация – это не просто пассивный ментальный процесс, а активный механизм создания. Визуализируя что-либо, ум начинает выравнивать свою частоту с энергией, необходимой для проявления того, что было воображено, тем самым изменяя восприятие и взаимодействие с реальностью. Важно при этом быть в правильном состоянии согласия и любви. Если вы будете, например, в состоянии жертвы, ничего не получится. Чтобы понять, как работают эти техники, важно осознать концепцию измененных состояний сознания. Когда ум входит в глубокую медитацию или состояние высокой концентрации, он отвязывается от ограничений нормального сенсорного восприятия. Мозг переходит на более высокую или низкую частоту в зависимости от используемой техники, и это позволяет практикующему получать доступ к другим слоям реальности. Проще говоря, эти состояния позволяют уму видеть то, что обычно мы не можем увидеть, или воспринимать то, что находится за пределами обычного человеческого зрения. Это расширение сознания не только изменяет восприятие, но и открывает новые возможности для взаимодействия с окружающей нас Вселенной. Концепция ментальной чистоты имеет решающее значение для понимания того, как расширение сознания может быть применено для доступа к различным реальностям. Чистота ума, которую можно регулировать с помощью практик, таких как медитация, визуализация и синхронизация полушарий, определяет качество реальности, которую мы испытываем. Например, когда ум настроен на более низкие частоты, он соединяется с более плотной реальностью, более связанной с материей и восприятием пространства и времени. Но когда ментальная частота повышается, ум начинает воспринимать более тонкие реальности, выходящие за пределы времени и пространства, получая доступ к информации и опыту, которые недоступны в обычной реальности. Эти практики расширения сознания предлагают больше, чем простой способ увидеть реальность иначе. Они позволяют нам воспринимать основную структуру реальности, энергетические паттерны, которые ее формируют, и соединяют нас с измерениями существования, которые выходят за пределы того, что мы можем воспринимать нашими физическими чувствами. Подготовленный и обученный человеческий ум способен получать доступ к этим реальностям и взаимодействовать с ними, тем самым изменяя свое восприятие жизни и Вселенной. Когда мы практикуем сосредоточенное намерение, например, визуализируя цель или твердо веря в то, что мы желаем, мы настраиваем нашу ментальную чистоту, чтобы привлечь эту реальность. Ум, когда он выровнен с этой чистотой, начинает воспринимать возможности, создавать внутренние изменения и даже генерировать поведение, которое ведет нас к этой реальности. Это ясный пример того, как мы можем сознательно и активно искажать наше восприятие реальности. Таким образом, восприятие реальности перестает быть простой реакцией на внешние стимулы и начинает формироваться нашим собственным умом через сознательный контроль наших внутренних частот.
Человеческое сознание, понимая и применяя эту силу, становится способным создавать мир, более соответствующий его глубоким намерениям. Истинное понимание Вселенной и ума показывает, что оба являются глубоко взаимосвязанными, функционируя как единая сеть энергии и восприятия. В конце концов, реальность — это не что-то фиксированное и неизменное, а динамическая проекция, на которую мы можем влиять. Когда мы осознаем нашу способность изменять наше восприятие реальности, мы принимаем силу жить более сознательно, трансформируя наш опыт жизни и нашу связь с Вселенной.